6 мая 1945 года войска Первого Украинского фронта в результате длительной осады полностью овладели городом и крепостью Бреславль. В середине февраля 1945 года крепость Вроцлав была взята в осаду по границе старых укреплений конца 19-го, начала 20 веков. После этого советские войска нанесли несколько ударов по городу, в основном с южного и западного направлений. Позже был нанесен удар по фортификациям севера. Несмотря на удачное в целом наступление советских войск, эта атака была отбита. Линия укреплений крепости Вроцлав осталась в немецких руках на северных рубежах до 6 мая 1945 года, когда гарнизон крепости капитулировал. Вроцлав находился в осаде советской армии долгое время, и нашу дивизию направили туда. Помню, как знаменательный момент на второй день Пасхи — тревога и марш в сторону Вроцлава и занятие позиций. Чистое поле, никто ничего не знает. Вроцлав вдалеке в огне, ночь. Где эти окопы копать, куда стрелять? Понятно, что в сторону горящего Вроцлава, где немцы заняли оборону. Но немцы могут быть также и с другой стороны, идти на помощь осажденным. У меня был опыт боев под Ленина, поэтому я на всякий случай приказал своей роте выкопать позиции с двух сторон. Потом это пригодилось. Немцы пытались пробиться. У нас были первые потери. В моей роте, к счастью, только раненые, а в соседней роте были уже и погибшие. Бреславу мы брали довольно жестко. Страшно всегда до начала боя. Страшно ожидание, когда идет нескончаемая артиллерийская подготовка. Но когда начинается бой, война — это ведь тоже работа. Кровавая, смертельная, но работа. У каждого есть свои обязанности на войне. У меня обязанность была помогать раненым. И когда кричит раненый, куда девается страх? Начинает работать подсознание обязанностей. Под Вроцлавом были контратаки немцев, но мы довольно спокойно справлялись с ними. Особенно даже не обращали на это внимания, так как это происходило постоянно. Какого-то большого сражения у нас не было, потому что нас отделяла советская армия. Мы находились во втором ряду обороны. В сам город мы так и не вошли, и это нас очень обрадовало. Мы боялись воевать в городе, потому что это гораздо тяжелее. Вроцлав во время осады из-за неграмотного использования укреплений был уничтожен на 80%. Южные и западные районы города были практически полностью разрушены. Уцелели единичные строения. Историческая застройка города сильно пострадала, но, что интересно и неожиданно, фортификационные объекты хорошо сохранились. Стоит отметить, что много зданий в городе уничтожили сами немцы, поджигая и снося целые кварталы и улицы, чтобы оставшиеся дома использовать в качестве укреплений. Это происходило из-за того, что в начале осады, в конце февраля и начале марта, на южном и западном подходах к городу не было готовых к обороне фортификаций. Страшно было то, что мужчины не очень терпеливы к боли. Они менее терпеливы, чем женщины. И мечется, кричит, просит пристрелить его. Приходится уговаривать, успокаивать. Именно поэтому разыскивали меня после войны не одна сотня. Я обещала: потерпи. Хочешь, я тебе жареную луну с неба достану, только ты потерпи. Я сейчас тебя перевяжу, отправлю, а ты меня ждать будешь? Буду ждать. А молодые ребята просили, меня еще ни одна девушка не целовала. Поцелуй меня, пожалуйста, ну поцелуй. Я целовала и обещала, буду ждать. Правда, потом, через много лет на встречах всегда говорили: ну, не дождалась, а я так надеялся. Я говорю: а мне нужно было, чтобы у тебя какая-то надежда была, чтобы у тебя было к чему-то стремление. Во
время боев, врать не буду, видел только пожар в городе издалека, но был в городе после капитуляции, когда искал, что делать со своими ранеными бойцами, проезжал через город на мотоцикле. Было очень трудно проехать. Разрушенные дома, еще не похороненные тела, еще были пожары, вокруг чувствовалось присутствие войны. Сам город был пустым, без людей. Остались очень неприятные впечатления. Так как у нас пехота, мы пехота, в городах мы не задерживаемся, мы где-то на окраине города располагались окопы, землянки. Поэтому в самом городе мы просто ездили туда, ну как на экскурсию посмотреть город. У нас был такой раненый легко в руку. Он в Бреславу съездил на мотоцикле и привез оттуда несколько фотоаппаратов. Обвешан был, так он гордился этим. И начал нас всех фотографировать. Вроцлав оборонялся очень долго. С одной стороны, советские войска предпринимали ожесточенные попытки взять город, а с другой немецкие войска старались этого не допустить. Советские войска под командованием Глуздовского сначала планировали блокировать Вроцлав, затем предприняли несколько штурмов. Но взять город не удалось, он капитулировал сам 6 мая. Это произошло в тот момент, когда война для немцев уже была полностью проиграна. Берлин капитулировал и велись переговоры, касающиеся капитуляции всех немецких вооруженных сил. Осада продолжалась 80 дней, пока политическое руководство в лице гауляйтера Карла Ханке и военное в лице генерала Германа Нихофа не приняло решение о сдаче города 6 мая. Что интересно, политический руководитель города Карл Ханке бежал из города на самолете, вероятно, в связи с тем, что Адольф Гитлер назначил его в своем завещании рейхсфюрером СС. Есть версия, что Ханке покинул город из-за своих амбиций и желания занять новую должность, но, скорее всего, он сделал это только из-за боязни попасть в советский плен и получить справедливый приговор. Я не простила немцев и не прощу, потому что я видела страшнейшие вещи, которые никогда ни один фильм не покажет. И 70-летие пускай будет без танков и учений, а с цветами и пивом хорошим для мужчин. Я в меру своих сил стараюсь участвовать в памятных событиях, говоря всем, что война — это зло. И надо строить, а не разрушать.